Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Кажется, у нас наклевывается новая игра про футбол, и она попытается подвинуть электроников с их раньше FIFA, а теперь EA Sports FC. Напомню, что EA отказалась продлевать лицензию на название игры у организации, и та осталась без нескольких сумок с баблом, которые срочно нужно возвращать. Этим и займутся. Во время 74-го конгресса FIFA президент организации Джанни Инфантино заявил, что скоро увидит свет новая часть FIFA. Соответствующее соглашение уже заключено. С кем именно начала сотрудничать организация, не уточняется. Однако ранее появился слух, что производством займется 2K, известная по сериям симуляторов NBA 2K, PGA Tour 2K, WWE 2K и Top Spin без 2K, просто Top Spin. Если верить утечке, FIFA 2K25 выйдет уже в этом году. Игра получит более 35 лицензированных футбольных лиг и свыше 800 команд. Кто-то ждет Bloodborne на ПК, кто-то уже отчаялся ждать, а кто-то сам пытается засунуть Bloodborne на ПК, хотя бы в качестве картинга. 31 мая стартовала Nightmare Kart. Игра ранее носила заголовок Bloodborne Kart, но юристы Sony потребовали у разработчиков избавиться от упоминаний Souls-like для PlayStation. Юридические вопросики обкашляны, и вот гонка добралась до релиза на itch.io, и скоро выйдет в Steam. Как пишут авторы, игру пока что держат в проверочной тюрьме. Завязка Nightmare Kart такова. Вы охотник на бестий, которого принудили к участию в самом нетривиальном местном обычае. В турнире, где участники соревнуются в гонках на таинственных машинах, состоящих из меди и пара. В финальной версии игры доступен 21 водитель, 13 картов, 15 трасс, режим кампании с боссами и даже сплитскрин. Скачать все это можно бесплатно. Ссылка на itch в заметке есть, если что. Правда, русский перевод отсутствует. В момент анонса сиквела Kingdom Come Deliverance не было очевидно, а появится ли в игре русская локализация. Все-таки текста тут больше, чем в картах по Bloodborne, и для многих русскоговорящих игроков это очень важный вопрос. Настал момент истины. Warhorse выкатила официальный список локализаций для игры. Русский язык в перечне тоже присутствует. Игру оснастят текстовым переводом на великий и могучий. Языков озвучки будет 6. Персонажи могут говорить на английском, французском, немецком, испанском, японском и родном для Инжериха чешском. Ставьте лайк, если попробуете погонять КЦД 2 на аутентичном японском. И еще одна новость о КЦД, но теперь про оптимизацию игры под слабенькую Xbox Series S. Один из продюсеров игры посетил чешское мероприятие Game Access. Там он рассказал о некоторых производственных особенностях игры. На больших консолях, то есть на PS5 и Sexy, собираются выжать 4К и 30 FPS, вероятно с разновидностью апскейлера. Вот на Xbox Series S 2К и 30 FPS. Других режимов производительности не планируется. Причем желаемые 30 FPS игра выдает уже сейчас. Продюсер рассказал, что когда авторы проектировали сиквел, они поставили перед собой цель сделать его лишь на 25% больше оригинала, а та на постгене работает. Тем не менее, команда все равно уперлась в Xbox Series S. У этой консоли всего 10 гигабайт оперативной памяти, что, конечно, больше, чем у поколения Xbox One и PS4, но как раз на те самые 25%. Что касается сценария, то во второй части около 1 миллиона 700 тысяч слов, почти в 2 раза больше, чем в первой, а озвучка стала длиннее даже больше, чем в 2 раза. Ну и баги отлавливают. Во второй части уже насчитали 280 тысяч багов. По прогнозам команды, это количество может вырасти до 300 тысяч, но 204 тысячи должны успеть починить к релизу. Для справки, в первой части должно было быть не меньше 49 тысяч багов. Kingdom Come Deliverance 2 должна выйти в 2024 году, и хотелось бы, чтобы в ней было все-таки поменьше 96 тысяч багов. Глава студии Battlestate Games Никита Буянов провел подкаст, посвященный будущему Escape from Tarkov и EFT Arena. Игры получат более тесную связь уже в июне, тогда же основной шутер переведут на более новую версию движка. Для любителей лора Таркова даже выложили новый эпизод веб-сериала Хроники Рыжего. Но к обновлениям. После очередного патча персонаж с арены и базового Таркова сольются воедино. Новый Мегазорд ЧВК получит уровень и количество опыта от наилучшего из доноров. То же самое произойдет с мастерингом оружия и навыками. Однако в боях на арене у всех игроков показатели заблокированы на одном уровне, чтобы сохранить баланс. Добавят нового торговца, распорядителя. Он будет заниматься трансфером денег и лута между играми с определенными лимитами. К нему в ассортимент переедут все бартеры за монеты GP. Активно добывать эти предметы можно в арене. Еще у распорядителя будут квесты, связанные с ареной. За их прохождение можно получить новый защищенный контейнер Тета с размером 5 на 2 ячейки. Еще из крупного. Оптимизация поиска игры для PvE режима, переход на Unity 2022, очередной вайп и релиз патча 0.15 в августе. Изменений планируется очень много, нет смысла все перечислять тут, но заинтересованные могут изучить подробности патчей в заметке на сайте.
Бумер-шутер Силака начали показывать как минимум 3 года назад, но лишь теперь он добрался до запуска в раннем доступе. Игра не только обещает перестрелки в духе Fear, но грозится стать образцом того, что можно выжать из фанатского движка для старых Doom. Силака пропитана элементами ретро, типа Quake и Doom, плюс с разрушаемостью, напряженными боями и умными ИИ, как Fear. Каждая пуля корректно реагирует на столкновение с поверхностями, а у объектов существует множество видов состояний, благодаря чему после жарких перестрелок комнаты превращаются в нагромождение из сломанных стульев, разбитых экранов, дыма и обломков. Вся эта красота базируется на GZ Doom, движке, который создавался для расширения возможностей оригинальных Doom. Среди технических усовершенствований движка в Силака — система перемещений в вагончике, благодаря которой появились бесшовные переходы между уровнями. Сейчас шутер, как я уже сказал, находится в раннем доступе и продается в Steam за 880 рублей. Выпустить игру в релиз авторы планируют после завершения 3 главы, но, как это часто бывает с ранним доступом, планы могут измениться. А вот на stopgame.ru материалы выходят сразу готовые, без всяких ранних доступов. Вот Александр Виллисов наконец получил и показал всем, как получил невозможную ачивку в Devil May Cry 4. Срочно переходите по ссылке в описании и смотрите видос. Хорошего вам понедельника. Пока.